В этом видео я хочу показать несколько вещей, которые я делаю после того, как пятка готова. Обычно у меня колея, вот это вот называется колея, она у меня идет от самого начала, вот отсюда. Ну и поскольку здесь было много украшений, она никуда не поместилась, и я ее решила в этот раз добавить вот здесь. То есть она у меня со стороны стопы. Поэтому я хочу показать, как я выполняю колею, которую я считаю важным элементом для носка. Также, как я делаю убавления, которые тоже важны, в которых мы убираем лишние петли, которые набрались при наборе петель после пятки. И это все одновременно идет по кругу с основным узором. То есть основной узор, колея и убавки, укрепляющий узор на подошве. Все это в этом видео мы увидим. Пятка готова, и теперь переходим к следующему этапу вязания носка. Сейчас 40 петель, должно остаться в результате наших убавлений 30 петли, которые в ожидании были, их 30. На месте ступни я буду вязать укрепляющий узор, а здесь я буду продолжать этот замечательный бисерный узор. Вот у меня сейчас 2 нити в этом месте, и у меня первый розовый ряд провязан, и надо провязать второй розовый ряд. Второй ряд узора контрастной нитью провязывается опять всеми лицевыми. Я опять развернулась в сторону стопы. У меня контрастная нить. И здесь колея в начале и в конце ряда. Это значит изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Это колея. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это не только украшение, оно еще и придает носку более правильную красивую форму. У нас тут должно остаться 30 петель. Через ряд буду делать убавления. Сейчас у меня второй розовый ряд. Я здесь сделаю 2 петли вместе. Вот так. И дальше будем вязать укрепляющим узором. Второй ряд контрастной нитью со стороны стопы подходит к концу. Надо не забывать делать убавки. Я делаю тут 2 вместе, так же как и в начале этого полуряда после колеи. У нас осталось 6 последних петель, которыми мы формируем колею. Ну а колея это 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Разворачиваемся. 2 первых ряда контрастной нитью у нас провязаны. Теперь я беру зеленую нить, накид, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные. Подхожу к концу этого ряда, накид, 2 изнаночные. Я опять со стороны подошвы на очереди первый ряд зеленой нитью. Сначала у нас идет колея, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Но после колеи, укрепляющий стопу узор, сейчас у нас первый ряд зеленого цвета. Одну более выпуклую провязываю, вторую снимаю. Более выпуклую провязываю, более мелкую проваленную снимаю. Так я провяжу весь зеленый ряд до конца, первый. Я развернулась, второй зеленый ряд
провязываю лицевыми, но накиды я провязываю за заднюю стенку, то есть я их выкручиваю, перекрещиваю. Лицевая, тоже лицевая, но за заднюю стенку. Теперь я нахожусь опять со стороны стопы. У нас второй ряд зеленый. Это значит, что нам надо сделать опять убавление. Но сначала колея. Изнанка, изнанка, лицо, лицо, изнанка, изнанка. И делаем 2 вместе. Второй зеленый ряд мы вяжем все лицевые. Я подхожу к концу этого ряда, второго зеленого ряда, 2 вместе и колея. Вот колея уже становится заметно немного. Вот наша укрепленная стопа и опять же колея. Это второй зеленый ряд. Я разворачиваюсь, и у нас на очереди контрастная нить. И сейчас у нас предстоит 2 ряда контрастной нитью. С этой стороны мы вяжем все лицевые в первом и во втором ряду контрастной нити, а со стороны подошвы в первом ряду мы переменные делаем, то есть одну сняли, одну провязали, и в втором ряду все лицевые, а также колея и убавки.